Остров Вулкан посреди Курильской гряды. Нетронутая природа океана и необитаемой суши. Заброшенный гарнизон времен войны. Испытания для исследователей и удивительные находки. Земля, десятилетиями хранившая, а теперь раскрывающая свои загадки участникам уникальной экспедиции на остров Матуа. Добраться на безлюдный остров уже вызов. Только от материка по воде путь занимает больше 2 суток, если повезет, и штормами не встретит Тихий океан. Мы только что отошли от буксира, но его уже с трудом можно различить в густом тумане на этом катере. Нам до острова Матуа идти всего несколько минут, но берег почти не видно, и такая погода в этом районе практически круглый год. Подойти к берегу мешают плотные заросли ламинарии, морской капусты. Они уходят под воду на десятки метров. Мотор подними! Причала тут нет. Впрочем, как и полноценных бухт. Здесь сложный рельеф дна, отчасти из-за этого вокруг острова целое кладбище затонувших кораблей. В редких случаях при такой высадке удается выйти сухим из воды. Помогают военнослужащие Тихоокеанского флота, которые уже разбили лагерь на острове. Долго думаю. Вот так тут не сочетать! На берег выгружают оборудование исследователи экспедиционного центра Минобороны и Русского географического общества, поисковики, водолазы, специалисты по военной технике, гидробиологи. Задача – обследовать фортификационные сооружения и изучить природные особенности острова, которым 70 лет владели японцы. Перед началом Второй мировой они изрыли Матуа как муравейник, туннелями, пещерами, подземными ходами. В этом гарнизоне было все – авиация, флот, артиллерия, военная техника и до 8000 человек личного состава. Дотов и дзотов на острове десятки. Экспедиция насчитала 86. Все самое интересное на острове находится под землей. Стоит копнуть глубже, значительно глубже, метров на 5, и прямо на глазах открывается вход под землю. Не исключено, что все береговые доты могут быть связаны между собой. Посадку разрешаю. Ветер 200 градусов. На обновленном аэродроме приземляется самолет. Впервые на этом острове почти за 20 лет. Первопроходец с базы в Хабаровске. Сложный рельеф требует от экипажа максимальной концентрации. Боковой океанский ветер сильно сносит машину, но летчики мастерски выравнивают свой Ан-26. Есть касание только что возведенной взлетно-посадочной полосы. С этого дня путь на Матуа становится короче.